Ух, ребята, вот это, конечно, место. Я иду, у меня прям флешбеки. Я забрался на заброшенную территорию. Было очень весело, я это не забуду никогда. Сегодня мы хотим переместиться на пляж, где мы снимали совет для последнего героя, и там есть классная лодка, и она русская лодка. Нам дали небольшую машинку, гольф-кар, благодаря которой мы сможем объездить весь остров. Блин, как красиво тут, елки-палки. Также в моих воспоминаниях есть вилла Романтика, она находится по другую часть острова, и хочется обязательно туда заехать. Все будет, не боись, поехали. Блин, как красиво тут, елки-палки. Вау! Куда ты меня привез? Куда привет? В джунгли? Ух ты, я таких и не видел никогда. Как ее приблизить можно? Я сейчас стою в том месте, где началась моя карьера на телевидении, благодаря проекту «Последний герой». Возле того билдинга, где жил я, вот здесь вот. Там за зданием бассейн. Первый раз я приехал сюда в 2004 году, за 7 лет до встречи с Асей. И это был супер курорт. Здесь в разное время отдыхали такие знаменитости, как Софи Лорен, Кристиан Диор, Элизабет Тейлор, семья Кеннеди. Потом владелец вроде как случайно погиб в авиакатастрофе, и отель разворовали. Такое здесь было все живое. И сейчас уже много лет здесь все мертвое, никого нет. Все разворовано. Такая грустная история отеля, одного из самых лучших отелей на Контадоре. Да, печально. Вообще, у всех отелей на Контадоре немного мистическая судьба. Они здесь не приживаются. Блин, я в шоке. Я сейчас иду, думаю, где бассейн? Думал, он там. Ребята, вот он бассейн. То есть его вообще, он весь засыпался, он весь зарос травой. Мы здесь купались, плавали. Я думал, что он там где-то, а он вот он. С этой стороны стоял рояль. Вон там была будка. Когда я приехал, было очень дорого, но я мог себе позволить позвонить маме, рассказать, как у меня дела. В этом месте у нас были турниры по теннису. Мы проводили здесь каждый вечер. Да, что не место, то воспоминания. Вот здесь очень классный бар, где делали пиноколаду. Правда, очень вкусную. Помню, на 2002 год она стоила $3. Так рассказывают, будто мы здесь отдыхали, а не работали. Но это, конечно, иная работа, нежели обычная работа. Очень давно я не испытывал таких ощущений, когда ты идешь по знакомому, особенному месту для тебя, с чем связано самые теплые воспоминания. Я иду, у меня прям флешбеки прям вспыхивают. Это настолько было золотое время. Я помню ощущение, прям настоящее ощущение счастья, когда ты играешь, потом весь мокрый, тебе очень жарко. Но здесь мало того, что здесь жарко, еще когда ты разогрелся, вбегаешь в океан, и он тебе кажется холодным. Это так круто. Ух, ребята, вот это, конечно, место. Сейчас стою в том месте, где был совет. Совет — одно из самых таких животрепещущих моментов в концепте игры, когда выгоняли участника по той или иной причине. Кто-то подстраивал, кто-то хотел уйти, кто-то не хотел, кто-то боролся до конца. Одни воспоминания, ничего не осталось. Маленькие фрагменты. Это все, что осталось. Декорация прежняя. А мы здесь сидели на этих бортиках, вот прям здесь. Вот они еще целы, все осталось. Примерно это выглядело вот так. Опа! Вот так сидели и наблюдали за игрой. Здесь, правда, было скучно, ничего не было слышно. Поэтому, если удавалось пробраться в аппаратную, было очень хорошо, потому что там были и картинки интересные. Мне было дико интересно все, как устроена съемка, как устроена аппаратная, что делают люди, кто за что отвечает. Потому что для меня это был первый такой крупный проект. За моей спиной находится ветхий, старый, уже почти что разрушенный
домик. Раньше, когда мы снимали проект «Последний герой», здесь была монтажка. Я помню, где сидел монтажер, там в дальней комнате, туда, если пройти, чуть левее. Она была просто крохотная. Там была куча аппаратуры, мониторы, сервера, диски, доступ к интернету, какой-то очень плохой, но как-то мы им умудрялись пользоваться, чтобы переслать какой-то материал. Помню тот день, когда уже через неделю после съемок, после высадки наших героев, мы собирались просто огромной толпой, там дышать было нечем, хотели посмотреть, какие кадры получились. Это было настолько интересно, я помню этот момент. Но сейчас туда, к сожалению, не зайти. А вот здесь еще какая-то барная стойка. Здесь мы очень весело праздновали мой день рождения, и день рождения они были у нас в один день. С Фуэго, с Абуэло. Всю ночь были танцы. Было очень весело. Я это не забуду никогда. Прошло уже порядка 16 лет, это довольно много. На протяжении 16 лет я вспоминаю то, как было здесь. Мне было 22 года, такой молоденький мальчик, слабо чего понимающий. Но тогда я не знал, что это будет для меня вообще на всю жизнь, и насколько я это запомню. Реально не понимал. Я помню первый выезд свой, первый шторм, поездки ночью, как Маринерос, помощники капитана, по луне управляют лодкой. И как они видят кокосы, которые плавают в воде, и как-то их оплывают ночью. Я не видел ничего. Я помню, как приплывали участники, и вот туда наверх мы их водили. Там была специальная будка, было дико неудобно туда подниматься. Огромные тараканы, все время смотришь под ноги с фонариком. Ой, как это все было интересно, конечно. Потом их сюда приводили, проводили совет, уводили, они уплывали. Кто-то уплывал на Гибралион, остров выбывших, кто-то возвращался к себе на остров. Это очень крутые эмоции. Тот, кто был на «Последнем герое», помнит об этом всю жизнь, хочет он этого или не хочет. Здесь за моей спиной находится отель, там территория закрыта сейчас, но мы туда все равно прорвемся. Но уже отсюда видно номера. Я помню, как я отправила фотку родителям с балкона этого номера со словами «Посмотрите, это рай». Вид с моего балкона прямо на причал, это было очень удобно, можно было видеть, когда приходят лодки. Сейчас, конечно, так стремноватая история, потому что здесь ходить нельзя. Пытались зайти со стороны ресепшена в Пунта Галеон. Там сразу свистят: отойдите, снимать нельзя. Сейчас зашел с другой стороны, не знаю, чем все закончится, попробую пробраться. Заброшенное местечко, конечно. Ну, что-то стрёмно, конечно, везде здесь лазить. Тут маленькая какая-то ступенечка, такая разрушенная. Попытаюсь сейчас пролезть через забор. Надеюсь, что меня никто не заметит. Слушайте, я забрался на заброшенную территорию. Не знаю, там какие-то птицы. Вижу бассейн. О да, я здесь, на нашей территории. Вот мой номер 47 или 46, уже точно даже не помню. Блин, какой классный отель. Да, слушайте, но здесь воспоминания самые крутые. Пока меня никто не застукал, я даже не знаю, что можно говорить. Прачечная, вот это номера, здесь мы все жили. Здесь были такие тусовки. Вот здесь мы вечерами собирались, включали музыку, мешали местным жителям спать спокойно, потому что она была такая громкая, что было слышно на другом конце острова. Фух, не могу упустить возможности посидеть здесь одному. У меня есть буквально минутка.
две, похоже, меня не заметили, это очень хорошая новость. Вот это то самое место, где происходили наши совещания. Я их очень хорошо помню. Я помню, как было тревожно перед высадкой. Высадка — один из самых сложных элементов. Как я переживал за свою команду, за звук, как все будет. Продюсеру, конечно, очень сложно соединить все воедино, чтобы все работало. И в итоге мы получили классную картинку и контент. Здесь были и совещания, и вечеринки, веселье до утра и до упаду. Я очень счастлив находиться здесь спустя столько лет. Это очень круто. Слушайте, ну это кайф. Конечно, вот эти 20 минут, которые провел в отеле Пунта Галеон, мне дали вспомнить очень о многом. Это очень трепетное ощущение, которое я никогда не забуду. Моя операция удалась. Да, там действительно ходил охранник, я его увидел. Ну, правда, он ходил не там, где зашел я. Если бы я зашел через ресепшн, все, конец. Но мне очень повезло, я очень доволен. Мы стоим на другом конце острова Контадора. Здесь начинается взлетно-посадочная полоса, она за мной. Сзади меня находятся виллы. Здесь же есть вилла Романтика, отель, куда мы селили выживших участников. Ну что, мы добрались до виллы Романтика. Мы хотели сюда очень давно попасть. И вилла Романтика больше нет. Есть другой отель. Называется он по-другому. Mar and Oro. Это Джанет. Джанет и ее семья — это новые владельцы предыдущей виллы Романтика. And where are you from, like originally? I'm from Venezuela. What happened with the hotel since that time of being here last time? We've been renovating, changing the style, making probably more minimalist. We're adding new rooms, pretty much, and right now, like, we changed the restaurant, and there's a whole new management, and it's been a lot of renovations. Жанет показала нам самую красивую комнату, с которой открывается самый прекрасный вид на весь пляж. Наше маленькое приключение подошло к концу. Вот мы сидим в лодке, здесь буквально 150 метров до катамарана, который нас отвезет в Панаму. Ну, было очень искрометно, быстро. А сейчас очень грустно. Очень грустно, мне не хватило времени абсолютно. Один из самых удачных моментов, когда мне на большом корабле не разрешили подняться в рубку капитана, а на маленьком разрешили. Я сейчас скажу туда. Hi, how are you? I'm fine. Buenas tardes, bienvenido a la cabina del capitán. Ahorita mismo tenemos 3 minutos de haber salido de Playa Galeón hacia el muelle de Saboga para recoger 6 personas que tenemos ahí y salir en 10 minutos hacia Isla Panamá, hacia la ciudad de Panamá. Y estamos aproximadamente haciendo un recorrido de 1 hora 15 minutos. Espero disfruten el viaje. Bienvenido a Islas Perlas. Ha sido un placer tenerlo aquí a bordo. Muchas gracias. Okay. Мы только что проплыли остров, который купил Чарли. Он был владельцем гостиницы Вилла Романтика, а сейчас он купил остров. Последний раз, когда мы отплывали от Контадоры на катамаране, это был душный, тесный какой-то корабль непонятный. Я выходил на улицу, потому что дышать было невозможно. То есть здесь, минимум, в кондиционере, ну просто вообще волшебство какое-то. Такого я совсем не ожидал. Ну что, кто помнит этот терминал? Отсюда мы отплывали и с участниками, и без участников. По-разному мы отплывали. Дежавю, флешбэк. Это те чувства, которые мы сейчас испытываем.